Всем привет! Вы на канале Креативный слой, с вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня! Вы меня часто просили в комментариях, чтобы я сделала белый мрамор с черными прожилками. Поэтому в этом видео я вас знакомлю с очень интересным материалом торговой марки Tiziano Deluxe, называется Пьетро ди Мармо. Первым делом выстраиваем вертикальные линии при помощи такой контурной ленты, которую можно приобрести в магазинах, специализирующихся на автопокраске, или же использовать обычный малярный скотч. Чтобы полоски были ровные, выстраиваем вертикаль при помощи лазерного уровня. Расклеили контурную ленту, далее приступаем к грунтованию поверхности. Так как материал у нас с содержанием мраморной крошки, поэтому необходимо улучшить его сцепление с поверхностью, и чтобы он удобнее наносился. Поэтому используем мармофондо той же Tiziano Deluxe. Материал необходимо хорошо размешать. Снизу поднимаем именно песок наверх, так как в процессе транспортировки он оседает на дно. И наливаю грунтовку в ванночку. Наносить такой грунт можно как кистью, так и валиком. Это не обычный кварцевый грунт, а грунтовка с содержанием мраморной крошки. Наносить необходимо елочкой снизу вверх. Нанесение ее возможно в 2 слоя с периодичностью сушки в 4 часа. Полное высыхание перед последующим декоративным материалом не менее суток. Ничего сложного в нанесении нету. Главное распределять песчинки равномерно. Если у вас слишком контрастная штукатурка, то необходимо нанести грунтовку в 2 слоя, чтобы выровнять цвет поверхности. Нанесли грунт на всю поверхность, далее оставляем его до полного высыхания в течение суток. Грунтовка наша полностью высохла, теперь можно приступить к нанесению первого слоя известковой штукатурки. Штукатурка у нас называется Пьетро ди Мармо торговой марки Tiziano Deluxe. Материал в банке очень густой, поэтому производитель его рекомендует хорошо перемешать для того, чтобы восстановить его вязкость. Проще это делать не шпателем, а миксером. Так, снимаем. Далее нанесение буду продолжать при помощи шпателя и кельмы. Кельму можно взять венецианскую, можно взять такую трапециевидную, можно взять обычный шпатель. Наношу я побольше и накидываю на стену. Наношу штукатурку на толщину зерна, то есть где-то в миллиметр. Мне нравится, что достаточно материал густой, и при этом он не отваливается с поверхности, то есть он держится хорошо на ней. Опять же, и за счет грунтовки хорошо держится, и за счет того, что все-таки это известь, и не очень большая у него фракция, и с ним комфортно, удобно работать. Нанесли первый слой Пьетро ди Мармо, теперь дадим ему обязательно высохнуть в течение суток. После высыхания первого слоя штукатурки приступаем к нанесению рисунка мрамора. Для этих целей отлично подойдут колоранты Tiziano Mix. Они имеют яркий насыщенный цвет и высокую пигментацию. Покупайте материалы торговой марки Tiziano Deluxe по самой выгодной цене в магазине М-краски. Ссылку на него оставлю в описании под этим видео. Также добавлю туда промокод на дополнительную скидку. Смешиваем 2 пигмента охра и черный. Можно, конечно, использовать просто черный, но с охрой он будет смотреться более натурально и естественно. Добавляю буквально пару капель охры и вливаю туда черного побольше. Добавляю туда немного воды. Далее в нанесении рисунка можно использовать обычную губку с перфорацией, можно использовать морскую губку. Я буду использовать морскую, так как она у меня есть. Поэтому набираю на небольшой кусочек морской губки цвет из банки. Начинаю наносить я вот такие делаю движения, имитируя именно направление будущего мрамора. То есть рисунок как раз такой, он немножко грязноватым может казаться, но он вот как подмалевок будет у нас служить.
Вы должны смотреть и видеть, что вы не делаете прямую линию, а она у вас получается такой изогнутый, извилистый, более натуральный. Можете в качестве основы взять, распечатать картинку, к примеру, мрамора, и уже отталкиваясь от нее, рисовать рисунок на поверхности. Сложного в этом ничего нету, главное изначально продумать, какой рисунок будет, как будут прожилки в дальнейшем идти, то есть где они будут пересекаться между собой, либо они наоборот каким-то другим образом будут идти. То есть имитация мрамора, какого вы хотите получить, колоката или Каррара, это будет у вас мрамор. Главное именно понимать примерно, что вы в дальнейшем будете получать, какой рисунок вы хотите достичь. То есть и опять же, когда вы наносите, лучше сделать чуть потоньше рисунок, потом его уже добавить. Поэтому здесь я утолщаю эту линию, чтобы она смотрелась интереснее. Тем более это у меня центральная прожилка, поэтому она должна быть самая такая разнообразная и извилистая, поэтому я ее делаю более толстой. Дальше вот она у меня разветвляется и идет вниз. Прорисовали общее направление рисунка, далее необходимо ввести его контур. Сделать это лучше всего тоненькой кисточкой. Я выбрала размер 2. Прорисовывать буду той же пигментной пастой Тициана, только черный. Обвожу я короткими черточками именно по краю рисунка, который мы уже сделали при помощи губки. Делаю очень острые линии, то есть здесь главное сделать четкий контур, который в дальнейшем будет размазываться при нанесении последующего слоя. Также можно этот контур увести слегка в сторону, добиться именно тоненькой-тоненькой прожилки, короткими движениями, максимально разнообразные, чтобы они были именно извилистые, тогда будет красиво смотреться она в дальнейшем. Также ее можно в некоторых местах усилить, чтобы она была так пожирнее выглядела. То есть они в дальнейшем будут, ну, едва заметные. Дальше переходим к основным частям. Также прорисовываю я весь контур. Так, кстати, по поводу кисточки. Кисточку можно взять с резервуаром для воды, то есть вот такого плана, и туда заправить пигмент. То есть это будет удобно, если у вас очень большая площадь и необходима прорисовка прям вот несколько стен. То есть тогда это удобно, не нужно будет макать лишний раз пигмент. И просто рисуете, то есть там на целую стену хватит. Есть недорогие кисточки, то есть разных размеров. Главное вот обвести контур как можно более неровно. Я также использую и тонкую, и толстую кисточку. Можно, конечно, просто тонкие рисовать, если вы не хотите слишком такой черный рисунок. Продолжаю тоненькой нанесение, вот какие-то небольшие такие извилистые и проходящие по белой плоскости. Закончила прорисовывать прожилки. Далее необходимо увлажнить поверхность и сразу же нанести финишный слой Пьетро ди Мармо. Беру распылитель и подмачиваю поверхность. Набираю штукатурку. Также достаточно большое количество на кельму. Чтобы лишний раз не подходить к банке, я накидываю много. И оставляю на белых частях. Беру небольшое количество с нее и наношу на места, где у нас есть прожилка. Снимаю материал на сдир, убираю вторым шпателем и добавляю свежий в те места, где мне не нужно, чтобы было слишком много серой прожилки. То есть вот этим материалом, который я снимаю, я работаю только по темным прожилкам, по тем местам, где большое количество черного цвета. Белым цветом двигаюсь только по белым участкам, где мне нужно, чтобы не было смаза, темных пятен и излишних прожилок. Двигаюсь аккуратно по местам, где рисунок, чтобы его очень сильно не размазывать.
Опять же, места смаза вы можете контролировать, просто проводя в разные стороны кельмой. То есть где-то у вас, к примеру, рисунок идет в сторону, вы можете его смягчить, проведя в обратную сторону. Главное, берите по чуть-чуть и заполняйте свежим материалом. После того, как заполнила всю плоскость, возвращаюсь назад на высохшие участки и заполняю недочеты маленьким шпателем. Основные недочеты остались на белых участках, поэтому по ним я прохожусь тщательно всего. После того, как выровняли плоскость, можно вытащить контурную ленту. Пока верхний слой штукатурки сырой, лента легко вынимается. На данном этапе необходимо зажелезнить поверхность, то есть добиться от нее максимального глянца. Сделать это можно при помощи венецианской кельмы, либо же болгаркой с низкими оборотами скоростей и абразивом 1000. Будем использовать вот такой воск для венецианской штукатурки. Это Черамоле. Очень жидкий воск, который можно легко набрать в шприц. Набираю я его и небольшое количество пигмента. Далее полученную смесь переливаю в кисточку с резервуаром для воды. Делается достаточно легко, это все и просто. Далее накручиваю саму кисточку. И у нас здесь получается сам ворс. Начинаю этой кисточкой прорисовывать там, где не хватает цвета, то есть доделываю прожилки, как бы соединяя их. Вот то, что у нас есть, я ничего нового не добавляю, я просто соединяю то, что есть. Соединяю я это точечно, где-то пунктирно это делаю. Вот здесь, вот видите, два кусочка темных, два места, которые я соединяю точечными такими линиями, как бы мазками. Прожилка за счет этого смотрится очень естественно, очень натуральный. Мы здесь прорисовку делаем минимальную. Все у нас уже здесь есть, само собой, от предыдущих слоев. Такой кисточкой можно очень долго рисовать, потому что в резервуар помещается достаточно большое количество воска. Я использовала пигмент тот, который смешивал на первый цвет, поэтому он не синюшный оттенок, а более такой теплый, слегка коричневатый. Первые два слоя Пьетро ди Мармо нам хорошо задали направление рисунка, то есть сейчас мы только добавляем в те места, где это необходимо, где мы видим по рисунку, что не хватает прожилки, не хватает какого-то соединения. После того, как прорисовали все прожилки, необходимо дать штукатурке полностью высохнуть в течение суток. После этого наносим воск для венецианской штукатурки. Воск у нас необычный, он достаточно жидкий и можно его наносить при помощи валика. Наливаю его небольшое количество в ванночку. Наносим тонким слоем. Так как воск достаточно жидкий, поэтому лучше его наносить снизу вверх, в один либо в два слоя. Воск очень хорошо и легко наносится. Как мне кажется, будет очень хорошо использовать на известковом травертине, на рисунке карта мира, когда необходимо именно наносить не кельмой, а валиком. Нанесли воск, теперь дадим ему высохнуть часов 12, после этого его заполируем. После того, как воск хорошо высох, его необходимо заполировать. Сделать это можно вручную при помощи мягкой ткани. Также подойдет болгарка с регулировкой скоростей. Выставляем самые низкие обороты и полируем специальной насадкой. Также подойдет полировальная машина.
Все, наш мрамор готов. Мрамор получился суперский, нет вот этой сильной прорисованности, какой-то там четкой прям имитации. Выглядит это все достаточно натурально. То есть интересно рассматривать его как вблизи. Вот эти мельчайшие углубления, полутона, то, что где-то слегка просвечивает темный, светлый цвет. Плюс они так переходят достаточно естественно. Добиться такого эффекта позволяет именно материал, его свойства. Это не просто известковая венецианская штукатурка, а штукатурка с наполнителем. То есть это что-то среднее между венецианской штукатуркой и мармарином. Этот материал продается в небольшом объеме, что несомненно радует, потому что можно его заказать и попробовать. То есть не целую банку, а, к примеру, небольшое количество, попробовать, посмотреть, как это получается. А оно получится, потому что вариант действительно несложный. Потренироваться, нанести, все получилось, заказать нужное количество. По расходу на первый слой у меня ушло где-то порядка 700-800 грамм на квадратный метр. У вас примерно такой же будет расход. Плюс второй слой это где-то около полукилограмма на квадратный метр. Колеровать сам материал возможно, то есть он колируется, но не в какие-то прям очень темные цвета. Если делать, к примеру, имитацию под мрамор Colocata Gold, можно его заколеровать в чуть-чуть такой бежеватый оттенок и использовать прожилки уже либо чисто охра, либо карамельный. Изначально я хотела сделать швы не черного цвета, а золотого. Даже приобрела сусальное золото, чтобы добавить его в углубление. Но когда сняла контурную ленту, поняла, что в черном цвете смотрится шов гораздо лучше. Если же вы хотите все-таки поэкспериментировать с цветом, с оттенком шва, то необходимо будет либо первый слой изначально прокрасить другого цвета, может, к примеру, белый сделать, либо же, если добавлять все-таки туда золотой, то вот сейчас можно скотчем малярным с одной стороны и с другой стороны проклеить, нанести клей для сусального золота и вклеить туда само золото. Будет смотреться тоже очень интересно. Почему не краску именно золотую? Потому что краска не даст такой прям яркий золотистый эффект, металлизированный, в отличие от сусального золота. Золотистый цвет швов подошел бы сюда, если бы я изначально сделала цвет прожилок более золотистый. К примеру, под Colocata Gold, если бы я раскрасила все это, то сюда бы хорошо бы вписались золотистые швы. Так как я этого не сделала, все-таки мрамор у нас более классический, то есть Colocata либо Carrara, то есть уже на что похоже, в принципе. Два мрамора очень похожи. И сюда все-таки вписывается больше именно черные полосы, опять же за счет того, что они контрастируют хорошо на белой поверхности и слегка сглаживают общую пестрость рисунка. То есть черно-белый, как правило, очень пестрый, но он у нас, во-первых, есть полутона серые, и хорошо они на контрасте смотрятся с черными углублениями. А на сегодня я с вами прощаюсь. На все использованные материалы в этом видео я оставлю ссылки в описании. Там же оставлю промокод на скидку. Всем удачи, здоровья, пока. Жгите. И на Инстаграм.